Всем привет! Сегодня давайте поговорим о том, почему ошибки лучше бездействия. В жизни многих людей существует страх ошибок. Он проявляется в учебе, работе, общении и принятии решений. Человек боится сказать что-то неправильно, сделать неверный шаг, выбрать не тот путь или выглядеть глупо в глазах других. Из-за этого страха люди часто предпочитают бездействие. Им кажется, что если они ничего не делают, то и ошибиться не смогут. Однако на практике именно такой подход чаще всего приводит к застою, разочарованию и потере возможностей. Ошибки, в отличие от бездействия, дают опыт, понимание и движение вперед. С раннего возраста многих учат тому, что ошибаться плохо. В школе ошибки отмечают красной ручкой, за них снижают оценки, а иногда даже наказывают. В результате формируется убеждение, что ошибка – это признак глупости или неудачи. Но на самом деле ошибка – это естественная часть любого процесса обучения. Ни один человек не умеет делать что-то идеально с первого раза. Любой навык формируется через пробу, корректировку и повторение. Если убрать ошибки, исчезнет и сам процесс развития. Бездействие кажется безопасным только на первый взгляд. Когда человек не принимает решений и не пробует новое, он действительно избегает немедленных неудач. Однако со временем такое поведение приводит к другим, более глубоким проблемам. Появляется чувство упущенного времени, сомнение в себе и ощущение, что жизнь проходит мимо. Человек может годами оставаться на нелюбимой работе, не начинать отношения, не менять образ жизни только потому, что боится ошибиться. В итоге цена бездействия оказывается гораздо выше, чем цена ошибки. Ошибки, напротив, дают конкретный опыт. Даже если результат оказался неудачным, человек получает информацию. Он понимает, что именно не сработало, какие действия были неверными и что можно изменить в следующий раз. Этот опыт невозможно получить теоретически. Его нельзя заменить чтением книг или советами других людей. Только личное участие и реальные действия формируют настоящее понимание. Именно поэтому люди, которые часто пробуют и ошибаются, со временем становятся более уверенными и компетентными. Важно понимать, что ошибка не определяет личность человека. Она говорит лишь о том, что в данный момент было недостаточно знаний, навыков или опыта. Однако многие воспринимают ошибки как доказательство собственной несостоятельности. Из-за этого они начинают избегать любых ситуаций, где возможна неудача. Такой подход особенно мешает в обучении. Например, при изучении иностранного языка невозможно говорить свободно, если человек боится ошибиться. Ошибки в речи – это не провал, а показатель того, что язык используется и развивается. В профессиональной сфере ошибки также играют важную роль. Большинство успешных специалистов прошли через этапы проб и неудач. Проекты не срабатывали, решения оказывались неправильными, идеи не получали поддержки. Но именно этот опыт позволял им лучше понимать свою сферу и принимать более взвешенные решения в будущем. Человек, который никогда не ошибался, чаще всего просто не выходил за рамки привычного и безопасного. Его опыт ограничен, а развитие замедлено. Ошибки помогают развивать гибкость мышления. Когда что-то идет не по плану, человек учится адаптироваться, искать альтернативные решения и пересматривать свои ожидания. Это особенно важно в современном мире, где условия быстро меняются, а стабильность не всегда возможна. Люди, привыкшие к бездействию, часто теряются в новых ситуациях. Те же, кто не боится пробовать, чувствуют себя увереннее, даже если сталкиваются с трудностями. Еще один важный аспект заключается в том, что ошибки делают человека более устойчивым эмоционально. Пережив несколько неудач, он начинает понимать, что мир не рушится из-за одного неправильного шага. Постепенно снижается страх оценки со стороны, появляется спокойное отношение к критике. Человек учится отделять результат своих действий от собственной ценности. Это умение помогает сохранять внутреннее равновесие и не сдаваться при первых трудностях. Стоит также отметить, что бездействие редко остается незамеченным. Оно тоже имеет последствия, хотя и не сразу. Возможности уходят, навыки не развиваются, уверенность в себе снижается. Со временем человек может начать сожалеть не о том, что ошибался, а о том, что так и не попробовал. Многие признаются, что больше всего жалеют именно о нереализованных шансах, а не о допущенных ошибках. Это особенно заметно в личной жизни.
Страх отказа или неловкости часто мешает людям говорить о своих чувствах, знакомиться, строить отношения. Однако отказ– это тоже опыт, который помогает лучше понимать себя и других. Бездействие же оставляет человека в одиночестве и сомнениях. Попытка, даже неудачная, дает ясность, тогда как молчание и ожидание лишь усиливают внутреннее напряжение. Важно научиться относиться к ошибкам как к части пути, а не как к конечному результату. Это требует времени и изменения мышления, особенно если в прошлом ошибки воспринимались болезненно. Полезно задавать себе вопросы не такие, как «почему я ошибся?», а «что я могу из этого вынести?» и «как я могу поступить иначе в следующий раз?». Такой подход превращает ошибку в ресурс, а не в препятствие. Ошибки– это основа успеха. Без проб и неудач невозможно движение вперед, рост и развитие. Бездействие создает иллюзию безопасности, но лишает человека опыта и возможностей. Гораздо полезнее делать шаги, ошибаться, учиться и снова пробовать. Именно так формируется уверенность, понимание себя и способность менять свою жизнь. Ошибка– это временное состояние, а бездействие может стать постоянным. Поэтому лучше действовать, даже если есть риск ошибиться, чем ничего не делать и так и не узнать, на что ты способен.